Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я хочу вам рассказать и показать, какие виды органзы лучше всего подходят для создания ростовых цветов. Также расскажу, какую органзу использую я и какую органзу лучше не использовать для создания ростовых цветов. Надеюсь, видеообзор будет для вас полезен. Приятного просмотра! Для наглядного примера я буду использовать образцы органзы в различной цветовой гамме. Эти образцы я использую, когда у меня делают заказ, чтобы заказчик имел представление, что это за ткань, также потрогать ее на ощупь, и так проще выбрать цветовую гамму. Вообще органзы очень много видов, и здесь главное не ошибиться при выборе ткани, так как от качества ткани будет зависеть ваше готовое изделие. Ростовые цветы из органзы я уже создаю более 3 лет, и можно сказать, что почти все виды органзы я попробовала. И теперь с вами хочу поделиться своим опытом. Стоимость органзы в принципе невысокая, и зависит цена от качества органзы. Я буду говорить о ценах в своей стране и буду говорить сразу в долларах, чтобы вы нигде не искали и не переводили в свою валюту. Стоимость самой дешевой органзы $1.70 за 1 метр. Стоимость органзы за 1 метр хорошего качества стоит $2.50. И самая дорогая органза, которую я использую для создания своих ростовых цветов, стоит за 1 метр $5.25. Начну с органзы флористической. Я считаю, эта органза не подходит для создания ростовых цветов. Качество очень плохое, нити вылазят. Также при нарезке лепестков она вся деформируется, соответственно лепесток получается кривым и неровным. Соответственно, из-за этого с такой органзой очень тяжело работать. А так как я создаю ростовые цветы по шаблонам, и мои заказчики заказывают цветы по фотографиям, то есть уже готовым образцам, мне этот вариант не подходит. Дальше я вам хочу рассказать про такую ткань, как вуаль. Очень многие ее путают с органзой. Вуали тоже существует несколько видов. Опять же, цена зависит от качества. Но для создания ростовых цветов я не советую использовать эту ткань. И вот почему. Эта ткань по текстуре более мягкая, если я правильно выразилась, по сравнению с органзой. Почему именно с органзой проще работать? Потому что органза более упругая ткань. И вот как вы видите на видео, для сравнения я взяла лепесток из органзы и из вуали. Органза почти не падает. И в принципе вот на такой лепесток можно добавить 1 проволоку, и он уже будет готов. Дальше вы его формируете как вам нужно. А вот для вуали на такой лепесток потребуется где-то штуки 3 проволоки, чтобы лепесток получился. Условно я разделила органзу на виды и дала им название, и начну с органзы стандарт. Эта органза, я считаю, идеально подходит для создания ростовых цветов. Стоимость у нее средняя, качество у нее очень хорошее, она не осыпается, нити не вылазят, очень упругая. Также при нарезке лепестков они не деформируются и получаются идеальными. Цветовая гамма у этой органзы очень широкая, очень много оттенков. Эта органза не слишком блестящая, для многих заказчиков это важно. А теперь перейдем к органзе, которую я условно назвала слишком блестящая. Эту органзу я использую редко, в основном под заказ и в аренду на выставки, презентации, на различные мероприятия. Цветы из нее получаются красивые, но здесь нужно правильно подобрать оттенок, потому что в этой органзе слишком много блеска, что удешевляет весь сет из ростовых цветов. И еще одна причина, почему я эту органзу использую редко, потому что по качеству она не особо хорошая. Ткань очень тянется в разные стороны, также вылазят нитки, и при нарезке лепестков из-за этого они деформируются, и лепестки получаются в основном не особо аккуратными, поэтому идет больший расход материала, так как нужно переделывать лепестки. Эта органза моя любимица, здесь название простое,
органза с добавлением люрекса. Стоимость у этой органзы высокая, но оно того стоит. Цветы получаются из этой органзы просто шикарные. У меня на канале есть мастер-класс по созданию цветка из такой органзы. Если вам интересно, можете посмотреть по ссылке вверху. Качество у этой органзы просто отличное. Также есть вот такая органза у меня. Я делала под заказ цветы, но вот такой органзы больше не могу найти. Она двухсторонняя, и качество у нее тоже хорошее. Из органзы с люрексом очень хорошо формируются лепестки. Они не деформируются, и работать с такой органзой одно удовольствие. Органза продается разным метражом по ширине. Есть 140 сантиметров и 280 сантиметров. Я надеюсь, вам понравился видеообзор. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!